Наконец-то мы пришли на место съемки. Такие вот условия были у советских кинооператоров. Ну, реально чувствуешь себя оператором или каким-то бойцом, скорее даже, а не видеографом каким-то несчастным, которые меня хейтят. Вот. Ставим. И сейчас как противовес поставим объектив. Вы сейчас обалдеете, какой это будет объектив. Размеры камеры уже, наверное, размеров камеры, наверное, уже обалдели. А уж размер оптики выше всяких возможных. Вот, внимание. Опа. Вот. Мы используем такой транслокатор. Реально теперь будет машина, пулемет. Практически. Транслокатор. Вот это родной транслокатор, который шел к Кинору, прилагался к этой модели. Транслокатор производства Лома. Называется 35 УПФ 18. От 20 до 120 миллиметров у него фокусное расстояние меняется, с постоянной диафрагмой 2,4. Плюс еще возможность у него макросъемки. Здесь есть такой блочок. Так что это была вундерваффе для своего времени. Как бы теоретически он должен был в этом Киноре заменить всю линейку объективов OX дискретных. Вот, и при этом обеспечить большую оперативность. Вот я собрал эту штуку, поддержка обязательно, чтобы байонет не выломился. Камера готова к бою. Сейчас ручку поставлю на штатив. Вот. Штатив называется Пингвин. Вот в нем даже есть эмблема. Называется Пингвин 2. 3 ШКС модель. А почему Пингвин? Вроде как это вот часть черная, а это белая. То есть как-то вот он похож на пингвина. В перевернутом виде. Когда себе головку перевернуть, она как бы торчит, как у пингвиненка. Вот, поэтому вот все, транслокатор готов к бою. Можно снимать. Итак, идем устанавливать пиротехнику. Испытываем сегодня имитатор взрыва. Попробуем все сделать по-настоящему. Ну все, идем закладывать заряд. Дорога, по ней будет идти колонна СС. Мы заложим здесь мину и подорвем этих фашистов. Нацистов, потому что фашистов это и нацистов это то самое, что пожарных и пожарников сравнивать, когда пожарники обижаются, пожарные обижаются, что их так называют, потому что они зовут поджигателей так, и погорельцев. Также и нацисты, потому что фашисты были в Италии. Берем саперную лопатку, я же сапер все-таки, который ошибается один раз, и будем устанавливать сейчас имитатор взрыва. Вот он сделан по технологии Мосфильма, представляет собой вот такой пакет с патриотическим названием «Русич». Патриотическое название «Русич». Чем он интересен? Тем, что он состоит из двух компонентов, то есть окислителя отдельно и горючей смеси, которые не соприкасаются вместе. Таким образом его можно носить совершенно спокойно и не опасаться того, что он взорвется. Абсолютная безопасность. И именно перед съемкой мы разворачиваем этот самый ремешок. И постепенно сейчас мы смешаем окислители горючие, получится у нас нужен нам пиротехнический состав имитационный. То есть изобретение гениальное, простое и в то же время надежное. Что-то у меня запуталась эта нитка, блин. Хвалю так это устройство, а сам. Вот, то есть и теперь мы просто возьмем и перемешаем одни компоненты с другими, понимаешь? И будем вот мешать в течение какого-то времени. То есть это ничего не выдумано, то есть уже технологии много-много лет. Придумана была на Мосфильме, когда особенно много требовалось пиротехнических эффектов. Во времена, когда снимал Бондарчук свои знаменитые «Войну и мир», свою знаменитую. И потом другие авторы. Юрий Озеров, который снимал постоянно военные батальные картины. Бондарчук еще снимал, они сражались за Родину. Знаменитый фильм. Сергей Бондарчук, а Юрий Озеров снимал эпопею освобождения там и так далее. Ну, вот это хорошо перемять, все это перемешать, то есть таким образом как бы мы непосредственно перед съемкой
готовим эту пиротехническую смесь. Внутри у нас находится взрывпакет, который будет ее инициировать. Ну, подчеркиваем, что смесь не содержит взрывчатых веществ, никаких, не является, так сказать, взрывным устройством. И даже дымного пороха там не содержится, который приравнен к ВВ. Поэтому смесь абсолютно безопасна, не содержит никаких жестких корпусов, никаких осколков от нее не происходит. И никаких нефтепродуктов горючих, от которых можно сгореть. То есть она в этом плане абсолютно безопасна и для актеров, и для строений, то есть полностью выгорает. Вот теперь делай так, что формируем его в центре воспламенителя. Тут заряд. Все ссыпаем туда. И теперь перевязываем. Это не кондом, если что. Пакетик от хлеба. Сейчас будем копать себе могилу. Копать могилу. Обязательно надо выкопать. О, ничего себе глубина снега в этот раз. В Сибири-то снега выпало. Ну хорошо, зато получится эффект направленного взрыва из-за того, что будет одна ямка определенной формы. Сейчас вот здесь присыпем немножко все это, примаскируем, чтобы враги наши, мы не мусорим, экологи, только Леватова это видео увидит. Грете Тунберг позвонит. Так. Подключаем. Вот еще, кроме того, что оператор таскает штатив, еще вот такой аккумулятор, представляете? Включаем кинор. Спускаем. Все, камера готова к бою. Конечно, трансфокатор, конечно, с одной стороны удобно. Удобно, что можно выбрать с одной и той же точки, выбрать крупность плана, подъехать к ней. Испытания кинора окончены. Все.